Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня мы поговорим о запиливании пластины для установки грузиков Доктор Пули. Пластины или так называемого паука-вариатора, который ставится сзади подвижной щеки вариатора. Конкретно я сейчас буду разбирать скутеры Suzuki Skyway Burgman 400, потому что конкретно в моей практике такая необходимость существует именно на этих скутерах для правильной работы этих грузиков. Кто вообще не понимает, о чем речь, расскажу на пальцах в двух словах. Вариатор скутера имеет в своем составе так называемые грузики вариатора. Грузики вариатора обычно имеют круглую форму, и для того, чтобы, так скажем, переключить передачу, они перекатываются по подвижной щеке вариатора. Доктор Пули — это тюнинг грузиков вариатора, и они работают принципиально по-другому. Это грузики так называемые полигональные, они не круглые, и они всегда находятся в одном положении и скользят по дорожкам. Они имеют массу плюсов и по сути не имеют никаких минусов, потому что они имеют огромный ресурс при правильной установке и чистке. Они улучшают разгон, потому что ты их ставишь, как правило, легче, чем штатные, причем так прилично легче. И они помогают снизить обороты на максималке. То есть у нас вот это вот прямое соотношение скорости и оборотов, она становится уже не прямой, потому что ты на разгоне даешь мотору раскрутиться, чуть-чуть скинул газ, и у тебя как повышенная передача включилась. В общем, реально одни плюсы, особенно для моторов там одноцилиндровых, которые не любят большие обороты, которые начинают жрать масло на больших оборотах и так далее. И в общем, если мы сейчас говорим про Skyway, начиная с 98 и заканчивая 2006 годом, то есть первые три поколения, 41, 42, 43 кузова, то есть все карбюраторные и первое поколение инжекторных. И вот все вот эти скутеры нуждаются в том, что я вам сейчас покажу. Начиная с К7, пластина пошла правильная с завода. И да, пластину от К7 можно поставить на старые мопеды, но подите ее найдите. Можно заказать, даже можно у меня в наличии купить вот такую вот пластину. Вот номер 21431 05H00. Она идет по каталогу как пластина на как раз таки скутеры, начиная с 2007 года. Но она все равно имеет загибы, хоть и меньше, чем на старых годах. И ее все равно нужно пилить. Хотя, если вдруг у меня появляется необходимость запилить, что прям вот так надо, хотя я терпеть эту работу не могу, то я беру вот такую новую пластину и пилю. Потому что, к сожалению, вот они в запчасти почему-то стали поставлять такие. Если с завода стоит прямая, то вам вообще сам Бог велел поставить Доктор Пули. Самое главное их смочь купить. И самое главное не брать течь пули, потому что я уже как-то вот видео, ссылку скину, размещал, как это все дело появилось, с историей появления. И почему течь пули — это совсем не Доктор Пули, это две разные компании. Вот, можно сказать, родственники, живущие на соседних улицах в Италии. И вот течь пули создал человек, который как бы работал раньше в Доктор Пули, ему надо было внести какое-то свое ноу-хау, чтобы его за нарушение авторских прав там, или каких-то вот этих вот дел патентных не привлекли к ответственности. А получилась в итоге полная фигня, которая работает там первые 500 километров, а дальше так, как должна, уже не работает. То есть все это ноу-хау оказалось полной фигней. Поэтому стараемся брать оригинальные Доктор Пули. Стоят они плюс-минус почти одинаково, только оригинальные Доктор Пули сложнее достать. Именно поэтому очень многие продавцы на рынке торгуют течь пули, выдавая их за оригинал. Ребят, маленькое объявление сразу прямо сейчас очень важное. YouTube в России работает все хуже. Бросать YouTube я не буду до последнего, но у меня есть альтернативные площадки, такие как Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК, группа, я туда выкладываю видео. Честно говоря, я даже до сих пор не понял, как работает ВК-видео, и российские площадки у меня не вызывают массу позитива, но
но приходится как-то пробовать дублировать контент, смотреть и наблюдать. И самая живая платформа, где я еще и пишу какие-то мысли, которые не попадают на YouTube, это мой телеграм-канал. Вот если вы в телеге хоть как-то сидите, очень рекомендую зарегистрироваться, потому что там есть масса всего происходящего, что на YouTube не попадает. На YouTube часто попадают ролики или с задержкой в 3-4 недели, иногда и больше, либо очень многое происходящее вообще не попадает, когда у нас полно работы, как сейчас. Я вот сейчас в субботу после работы остался это видео снять. А всякие мелкие ролики, мелкие мысли, мелкие посты с происходящим интересным я пишу очень часто в телеге, поэтому подписывайтесь. Там нас уже довольно много и становится все больше и больше. И да, если у вас один ключ, я сделаю второй. Итак, давайте смотреть. Значит, вот у нас корпус вариатора. Вот у нас пример пластины, которая ставится сзади. Ну, понятно, тут еще ставятся слайдеры, которые, в общем-то, вечные практически. Значит, вот у нас грузик Доктор Пули. Вот так вот он выглядит. И, в принципе, мы просто смотрим на коробочку, в которой поставляются грузы Доктор Пули. Здесь у нас есть, так сказать, инструкция по установке. То есть вот он, корпус вариатора, и вот она пластина, по которой, собственно, скользит грузик. И идея в том, что штатная пластина старых Skywave, она имеет вот такой вот загиб, а здесь пластина абсолютно прямая. То есть вот он у нас. Вот, слышали звук? Это скутер воет. Не знаю, слышно было или нет. Это нормально. Значит, вот он грузик. И вот по этой плоскости должна скользить пластина. Но, если пластина у нас выглядит вот так, то есть, надеюсь, видно загиб на видео. Наверное, прекрасно видно должно быть. То что происходит? Значит, вот у нас грузик. Он более-менее повторяет этот угол. И при попытке вытолкнуться, у него, во-первых, изнашивается вот этот вот уголочек, а во-вторых, в какой-то момент он просто берет и переворачивается, и перестает работать корректно. Значит, нам необходимо этот загиб убрать. Вот эта штатная пластина от старых годов, и здесь загиб достаточно сильный. Если мы приобретем такую вот новую оригинальную пластину, смотрите, вот прям при вас ее вскрываю, то мы обнаружим, что там ситуация гораздо лучше. Она ставилась на скутеры, начиная с 2007 года. Вернее, ставилась совсем прямая, но здесь все равно небольшой изгиб на краю есть. То есть, по-прежнему у нас вот эта тема в конце будет работать неправильно. Я беру вот такую вот пластину и начинаю ее запиливать. То есть я использую болгарку. Это колхоз, я сразу вам говорю. Почему болгарку? Потому что вот эта вот штуковина, она очень сильно каленая. Я не знаю, какая у нее твердость, но полагаю, что может быть единиц 50. И пилить ее напильником бесполезно. На наждаке это дело тоже делается неудобно, хотя может быть, если иметь большой диаметр диска, при этом узкий, то может быть у вас что-то и получится. Но я просто беру болгарку и начинаю делать вот такие движения. Да, болгарка у меня без кожуха. Во-первых, я всегда делаю это только в очках. Прям вот настоятельно рекомендую одевать хорошие очки, потому что глаза вам никто потом новые не купит. Я сам был у окулиста несколько раз и последние годы всегда пользуюсь очками. Всякую стружку из глаз у меня доставали уже. Значит, и просто-напросто вот этот угол сохраняю и спиливаю край. Спиливаю, 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 спиливаю и более-менее сравниваю плоскость. Значит, на запил одной такой пластины вот таких вот лепестковых дисков новых у меня уходит 2. Потому что работаем мы все время краешком. И для того, чтобы более-менее создать какую-то красивую плоскость, вот этот диск по-хорошему уже можно выбрасывать. Для такой работы он уже не годится. То есть нужно иметь край достаточно ровный. И, значит, вот получается результат, который запилил я буквально вот сегодня. То есть вот эта часть я сначала прохожу 1, 2, 3, 4. Потом, соответственно, в другую сторону это менее удобно, потому что мы пилим
об острый край сразу. Диск начинает очень быстро сыпаться, разлетаться. Ну а что делать? И естественно, здесь есть какие-то дефекты, какие-то неровности, и они будут. Болгаркой вы никогда не сделаете идеально ровно. И возможно, оно и не надо. Потому что, вот вы знаете, эта пластина по сравнению с тем, что я видел, на чем ездят люди, причем ездят очень по много тысяч километров. То есть я знаю пластину, которая была запилена, я даже не знаю чем, но она выглядела очень плохо, на мой взгляд. И она прошла у человека больше 80 тысяч километров, насколько я знаю. То есть и там не было никакого износа. Вот, она ни один вариатор пережила, даже, наверное, не два. И, собственно, дальше мы получаем то, что нам и хотелось. То есть пластина более-менее ровная. И все это дело, надеюсь, видно. Работает прям вот как положено. В таком варианте, вот с такой пластиной, у вас будет нормально работать вариатор, и грузики никуда не перевернутся. Но хотя бы раз в 6000 километров вариатор разобрали, продули, потому что вот пыли вот в этих вот канавках реально огромные кучи, потому что она тоже может служить причиной переворота грузиков. И, собственно, вот профилактически чистите варик, и ресурс и грузов, и вариатора у вас увеличится, потому что грузы вот эти, они вот нового образца пули, они вот такие вот серого цвета, и еще с язычком против переворота. Они прекрасно работают, прям очень долго. То есть у них ресурс до 50 запросто тысяч километров доходит. Ресурс штатных грузов, он просто ужасный. Вот, там центра уезжать начинают, запиливать корпус варика. Поэтому штатные грузы мы по возможности ставим, прям в последнее время очень редко. Стараемся вот ставить доктор пули, потому что это единственная нормальная альтернатива. 18 грамм вот это у нас, это в принципе такой плюс-минус оптимальный вес. Кто-то ставит и 17, и 16. Некоторые, конечно, ставят 21, но последнее время, вот последний раз мы только 18 закупали. Это нечто оптимальное, и я уже забил на то, чтобы пытаться что-то настроить. То есть большей части людей нужно какое-то более-менее универсальное решение с минимальным количеством заморочек. В общем и целом именно это оно и есть. И оно просто капец как влияет. То есть люди не узнают свои скутеры. Значит, какие еще важные особенности установки? Значит, если вариатор сильно изношен, задние щеки, передние, сначала меняем щеки, потом ставим эти грузики. Ставить на убитый вариатор нет никакого смысла, вы только убьете еще и грузы. За счет чего еще ресурс вариатора увеличивается? За счет того, что вот эта дорожка становится более равномерной. Ясное дело, что если вы всегда дубасите по трассе со скоростью там 100-110, она у вас все равно будет примерно на одном месте, но если вы ездите по городу, то у вас будет более равномерно изнашиваться варик, соответственно, будет дольше ходить. Такая вот примерно тема. Еще грузики положительно влияют на ресурс сцепления и иногда убирают так называемое дробление колодок сцепления, потому что они, когда колодки начинают касаться колокола, не начинают вот так вот дробить, а более плавно как бы повышают обороты, и все это работает в конечном итоге дольше и лучше, и сцепление меньше греется. Короче, одни плюсы, прям вот реально. Это, наверное, одна из лучших доработок, которую можно сделать 400-кой за минимальные деньги. То есть при условии, что у вас, конечно, изначально нормальный, приличный живой вариатор. Значит, вот у нас новая пластина с загибом. Вот так вот выглядит запиленная новая пластина. И да, если вот исходить из толщины кромки, то вот здесь вот кромка, наверное, ближе к миллиметру. Вот здесь чуть поменьше. Вот здесь, может, чуть больше миллиметра. Вот здесь она у меня почти острая получилась. Вот здесь тоже почти острая. Да и фиг бы с ним. Потому что, безусловно, будет погрешность, безусловно, идеального не будет. Но когда мы видим щеки вариатора, когда она вот тут изношена 1,5 миллиметра, а вот тут миллиметр, я уже тоже это показывал в своих видео, когда на токарном станке это все выставлял. То есть, и да, вот эта метка ставится обязательно перед снятием щек, чтобы одна щека относительно другой ставились в том же положении.
Вот, иначе всякие лишние вибрации у вас появятся, и мотор развалится еще быстрее. Значит, как бы все равно у нас масса грузов одинаковая, и все равно у нас это все будет плюс-минус ровно нормально работать. То есть каждый грузик, ну, какой-то может быть чуть больше, там на миллиметр выдвинется, какой-то чуть меньше. Ну, идеала вы здесь не поймаете. Вот. Но суммарный эффект от снижения оборотов и увеличения ресурса, он будет все равно интереснее, чем ездить со штатными грузами. Поэтому как есть. Я являюсь вообще, ну, я просто очень не люблю эту доработку делать, потому что, во-первых, ты все равно потом должен сразу идти в душ, потому что у тебя вся голова грязная вот в этой всей вот пыли, в ошметках диска, в стружке и во всем остальном. Причем, когда ты начинаешь пилить вот эту сторону, то есть прям сразу об острый край, у тебя ошметки диска летят просто во все стороны. То есть ты мало того, что весь грязный, и вот это все дело греется, то есть обратите внимание, что вот это вот перегрев, это следствие того, что я пилил болгаркой. То есть на родной пластине такого нет. И, естественно, это риск обжечься, это надо останавливаться, периодически остужать. То есть я вот, ну, не сильно заморачивался как бы этим. И ни с одной пластиной, которую я делал, я не заморачивался так сильно. Вот. Можно, в принципе, запилить и штатную, вот, но работы будет больше, и там придется прям, ну, сильно спиливать. То есть там кромки будут точно острые, и надо будет пропиливать еще. Поэтому я вот предпочитаю брать такую. Она не таких великих денег стоит, тем более вот я их накупил какое-то количество в надежде, что они придут прямые, а оказалось, что нифига. Такая вот примерная история. То есть, если вы хотите приобрести такую пластину, можно это сделать у меня, в смысле не запиленную, а вот такую новую. Запиленную я, возможно, продам. Не, наверное, лучше я ее оставлю, что кто-нибудь по-любому попросит еще поставить, и хоть себе работу немножко уменьшу. Вот, в общем, короче, так. Пробуйте, тренируйтесь. Вот болгарка, ну, она у меня без кожуха, но если у вас будет с кожухом, то, скорее всего, вы такую работу сделать аккуратно не сможете. Значит, на что еще обратить внимание, когда пилите? Значит, угол примерно вот такой. Вот этим местом старайтесь не задевать место, где соседний слайдер стоит. Потому что если вы его сильно запилите, то слайдер будет фиксироваться плохо. Вот. Следите, чтобы пилить только там, где надо, а не все вокруг. Вот, наверное, и все, что я тут могу сказать. В принципе, тут все проще некуда. Вопрос только в аккуратности и в набитости руки, насколько ровно вы можете ее держать. Ну и все. И да, ребята, очки. Прям вот говорю, вот со своим опытом, я, наверное, класса с 8 в гаражах, вот со всякими машинами гнилыми, там, ржавыми и со всяким металлом работаю. И я сам много раз пренебрегал очками, о чем жалел, и потом возвращался к тому, что я чуть что сразу всегда надеваю очки. Я не надеваю очки только если сверлю шуруповертом или дрелью, или на сверлильном станке. Во всех остальных случаях очки всегда на мне, когда я работаю с металлом, вот таким образом, что что-то куда-то летит. Очень надеюсь, что вам было интересно, а главное полезно. Очень надеюсь, что тюнинг вариатора станет хотя бы вот в таких вот повседневных моментах доступнее для некоторых людей, и хотя бы будет понимание, что делать и как. Я ни в коем случае не призываю никого к действию, ни в коем случае никого не рекламирую и так далее. Вы сами ездите на своем скутере, вы сами можете его ломать сколько угодно, и только вы сами решаете, как бы, на чем кататься именно вам. Я как бы вообще давно езжу на механике, в конце концов, кто я такой, чтобы советовать. Но я постоянно вижу одни и те же боли разных людей, поэтому посчитал, что раз никто до меня это не показал, то я, хоть и не являюсь в этом спецом, просто обязан это видео снять. Желаю, чтобы ваша техника никогда не ломалась. Будьте аккуратнее на дороге. Всем удачи, всем пока. Ну да, лайк, подписка, колокольчик. В общем, вы все знаете.